Всем привет! Я только что вернулась из Стамбула и решила снять для вас полезное видео. Оно пригодится тем, кто летит в Стамбул в первый раз без туроператора, и тем, кто уже был в Стамбуле, но давно. Моя информация свежая и актуальная. Я собрала для вас все самое полезное и самое ценное. Поделюсь личным опытом. Ставьте лайк этому видео, потому что я очень для вас постаралась. Надеюсь, что вам понравится. Начнем с правил въезда. Россияне имеют право находиться в Турции непрерывно в течение 60 дней. Для въезда в Турцию нужен только загранпаспорт, виза не нужна. На границе, как правило, не задают никаких вопросов и не проверяют брони отелей и обратные билеты. По крайней мере, у меня ни разу этого не спрашивали. Страховку тоже обычно не смотрят, но все же, если вы волнуетесь, если вы путешествуете с детьми или находитесь в группе риска, я советую вам оформить страховку. Сама я пользуюсь сервисом Cherry Hapa. В описании под видео оставлю вам ссылочку, посмотрите, там есть разные тарифы, можно взять самую простую страховку, она стоит недорого, но зато вы будете спокойны. Вообще, в описании под этим видео вы найдете много полезных ссылок, а также все названия, которые я упоминаю, и, возможно, они трудно воспринимаются на слух. Я все очень хорошо прописала, все собрала в одном месте, так что обязательно загляните под видео, так вы ничего не потеряете. Первый шаг для самостоятельного путешествия в Стамбул – поиск авиабилетов. Я советую пользоваться сервисом Aviasales, думаю, вы о нем слышали, потому что это самый популярный сервис в России для поиска авиабилетов. Перейдите на сайт, введите название своего города и конечную точку Стамбул. Обратите внимание, что в Стамбул вы можете прилететь в один из двух аэропортов. Это так называемый новый аэропорт Стамбула, он огромный и самый популярный. Чаще всего рейс из России выполняется именно в этот аэропорт. Но есть и второй вариант – аэропорт имени Сабихи Gökçen. Внимательно смотрите в билете, какой аэропорт там указан. Оба аэропорта находятся примерно на одинаковом расстоянии от города. Как только вы получили багаж, прошли границу, вам нужно думать, как попасть в центр города. Тут есть несколько вариантов. Первый, самый стандартный – это такси. Но я не советую использовать этот вариант, потому что такси в Стамбуле стоит дорого. Кроме того, очень часто водители как бы забывают включить счетчик, и поэтому просят у вас какую-то фиксированную сумму гораздо выше той, которая должна быть. В общем, не советую пользоваться такси, потому что есть гораздо лучшие альтернативы. Например, заранее заказать трансфер. Это почти то же самое, что и такси, только даже удобнее. На выходе из аэропорта вы увидите человека, который держит табличку с вашим именем. Он приведет вас к машине, возьмет ваш чемодан и довезет туда, куда нужно. Цена будет заранее известна. Как правило, это гораздо дешевле, чем такси. От себя советую сервис Istanbul Elite Transfer. Сама всегда им пользуюсь, и в описании под видео оставлю вам название и ссылочку. Там вы можете заказать трансфер по очень хорошей цене. Если вы пользуетесь автомобилем, то лучше арендовать его заранее. Есть проверенный сервис, он называется Local Rent, там вы выбираете марку автомобиля и возможность забрать машину прямо в аэропорту. То есть это очень удобно, вам доставят машину и вы сами доедете в город. Если вы прилетели в аэропорт имени Сабихи Gökçen, то вы можете попасть в центр Стамбула на общественном транспорте. В 2022 году в аэропорт протянули ветку метро, и теперь добраться до центра города можно очень удобно всего за 1 час. Никаких пробок, очень дешево, рекомендую. Также из любого аэропорта Стамбула можно добраться в центр города на автобусах Hava East. Билет я советую бронировать заранее, в описании под видео оставлю вам ссылочку, по которой это можно сделать, и вы доедете до города примерно за 1,5 часа. Автобус останавливается на площади Таксим. Это считается центром города. Там вы можете пересесть на метро и добраться уже туда, куда вам нужно. Тоже очень удобно. Общественный транспорт в Стамбуле очень хорошо развит. Автобусы ездят более чем по 500 разным маршрутам. Метрополитен растянулся на 6 огромных веток, одна из которых ведет в аэропорт Сабиха Gökçen. Также в Стамбуле есть 2 скоростных и 3 классических ветки трамвая. Кроме того, к общественному транспорту относятся паромы, канатные дороги и фуникулеры. Оплачивать билеты наличными не получится. Вам нужно купить либо разовый электронный билет в кассовом аппарате на станции отправления. Он называется билет Matic. Либо приобрести проездной Istanbul Card. Второй вариант выгоднее, так как проезд Istanbul Card обходится примерно вдвое дешевле.
а пересадочный тариф делает путешествие еще выгоднее. К тому же это удобнее, чем постоянно искать кассы. Пластиковую карту Istanbul Card нужно купить один раз в специальном автомате или киоске, а затем пополнять по необходимости. Вы можете приобрести ее на всю семью и передавать друг другу после прохода через турникеты. Где поселиться в Стамбуле? Многим становится не по себе, когда они открывают карту Стамбула, видят 39 районов, разбегаются глаза, хочется просто отложить это все, не разбираться и вообще не ехать в Стамбул, потому что это становится очень сложно. Я бывалый турист и успела пожить в нескольких районах Стамбула. Поделюсь с вами 3 любимыми, которые точно вам понравятся. Первый и самый популярный район – Фатих. Тут 2 варианта – поселиться в квартале Султан Ахмед или за его пределами. Первый – для тех, кто готов жить в оживленном центре города. В этом случае вы получите важные преимущества. Главные достопримечательности Стамбула будут расположены всего в паре минут ходьбы от вашего отеля. Второй вариант подойдет тем, кто не готов с порога попадать в толпу туристов и не против немного прогуляться. Рассмотрите для проживания кварталы рядом с мечетью Сулеймания или в районе Иминаню. Еще один популярный район – Беяглу. Это туристический и весьма оживленный район в центре Стамбула. Он находится на противоположном берегу от Фатиха, через Босфор и Галатский мост. В этом районе расположена площадь Таксим, важная достопримечательность и транспортный узел города. Советую поселиться в отеле неподалеку от Галатской башни, на любом ответвлении от пешеходной улицы Истикляль. И красиво, и не очень шумно. Третий район – Кадыкёй. Он относительно спокойный, здесь можно найти отели под любой запрос. По вечерам Кадыкёй оживленный, а ночью тут все затихает. Транспортная система в районе Кадыкёй развита хорошо, поэтому добраться до главных достопримечательностей Стамбула будет легко. Как выбрать отель? Стамбул – это не пляжный отдых и не отель по системе «все включено». Чаще всего тут работают городские отели, которые предлагают только завтрак. Я успела пожить в нескольких разных местах и расскажу вам о 2 самых любимых отелях. Они находятся в разных районах и каждый по-своему мне запомнился. Первый отель называется The End. Он находится недалеко от площади Султан Ахмед и мечети Айя София. Я люблю его за то, что в нем достаточно просторные номера. Я не скажу, что они большие, но для центра Стамбула все же они просторные. Очень часто в Стамбуле встречаются такие отели, в которых просто каморочки, по-другому не назовешь. И даже в центре, в хороших отелях могут быть очень-очень маленькие номера. В этом отеле такой проблемы нет. Он очень уютный, тут приятный персонал. Здесь есть панорамный ресторан, в котором подают завтрак. Вы завтракаете с видом на Айя Софию, голубую мечеть и Босфор. Такое не забывается. Очень советую этот отель. Второй вариант – отель West East. Он находится рядом с улицей Истикляль. Стоит чуть дороже, чем The End, но в нем есть свой хамам и сауна, в котором можно отдыхать, например, когда на улице непогода или просто вечером расслабляться. Какая Турция без хамама? Еще мне нравится, что он очень современный, оформлен в стиле Алисы в Зазеркалье, такой в черно-белых тонах, везде зеркала, очень красиво, очень стильно, и номера тоже достаточно просторные. Все современное, чистое, просто идеально. Рядышком находится ресторан, в котором подают завтрак, но не по системе шведский стол, а просто комплексный турецкий завтрак, красивый, с маленькими тарелочками, все очень приятно, очень хорошо. Впечатления у меня только положительные. Обязательно сама вернусь в этот отель и советую его вам. Как бронировать отели? Если у вас нет проблем с наличными евро или долларами, то вы можете забронировать отель на букинге и выбрать вариант с оплатой на месте. И вы просто приезжаете и оплачиваете перед заселением. Если вы хотите оплатить отель заранее и рублями, то тогда используйте российские сервисы. Например, Яндекс.Путешествия или сервис слетать.ру. Там можно оплачивать проживание без перелета и использовать российские карты. Если вы едете в Стамбул на долгий срок от 3 недель, то разумно будет снять квартиру. Я советую искать апартаменты на российском сервисе суточно.ру. Квартиру можно забронировать при помощи российской карты. Этот сервис не раз меня выручал, поэтому я вам его рекомендую.
Где поесть в Стамбуле? Стамбул – это город еды, и в любом районе вы найдете заведение, в котором вы сможете поесть то, что вам нравится, и по приемлемой для вас цене. Тут есть как дорогие рестораны, так рестораны средней ценовой категории, заведения для местных, где все очень дешево и просто, и, конечно, стритфуд. Я снимала отдельное видео про уличную еду в Стамбуле. Оставлю вам ссылочку, обязательно его посмотрите, потому что Стамбул без стритфуда – это не Стамбул. Пробуйте все, что продают на улицах. Кукурузу, каштаны, картошку. Все очень вкусное, дешевое, никогда не бойтесь уличной еды. Это нужно пробовать обязательно. Когда я приезжаю в Стамбул, я могу пойти почти в любое заведение, потому что знаю, что почти везде будет вкусно. Турки очень любят хорошо готовить. В описании под видео оставлю для вас названия тех мест, которые мне особенно понравились. Это рестораны, кафе и кондитерские. Заходите, я уверена, что вы не пожалеете. Теперь поговорим о достопримечательностях. В Стамбуле многое можно посмотреть своим ходом. Но если вы приехали сюда в первый раз, я советую взять хотя бы одну обзорную экскурсию. Это поможет вам познакомиться с городом, узнать его историю и проникнуться атмосферой. А уже потом вы сможете посетить эти места самостоятельно и сполна ими насладиться. Первый раз лучше пройти с гидом. Где искать такие экскурсии? Я советую два российских сервиса. Это Tripster и Спутник. На Tripster чаще всего предлагают индивидуальные экскурсии, а на Спутнике групповые. Ссылочки на эти сервисы я оставила в описании под видео. А также я оставила там название экскурсии, на которой была сама. Это пешеходный тур по исторической части Стамбула с гидом. Мне очень понравилось. Мы посмотрели все самое-самое интересное, узнали обо всем подробно, и уже потом я гуляла по этим местам с сознанием того, что мне дали на экскурсии. И это было еще интереснее и волшебнее. Кстати, экскурсии, которые вы бронируете на российских сервисах, ведут русскоговорящие гиды, потому что они ориентированы на наших туристов. Так что используйте именно их. Поделюсь списком достопримечательностей Стамбула, которые стоит посетить каждому. Площадь Султан Ахмед. Это главная площадь Стамбула, расположенная в историческом центре города. Здесь находится мечеть Айя София. Ее можно посетить бесплатно. На другом конце Султан Ахмеда стоит прекрасная голубая мечеть. К сожалению, ее купол закрыли на реставрацию, но зайти внутрь все равно стоит. Дворец Топкапы. Обязательно посетите его, если смотрели сериал «Великолепный век». И если хотите узнать, как жили османские правители. Главные базары Стамбула. Это Гранд-базар, крупнейший в мире крытый рынок, и Египетский базар, место, где продают самые вкусные и свежие сладости в Стамбуле. Галатская башня. Поднимитесь на смотровую площадку, чтобы полюбоваться Босфором и очаровательными улочками Стамбула. Советую приходить к открытию, потому что днем тут всегда огромные очереди. Улица Истикляль. Самая оживленная улица Стамбула с огромным числом магазинов и уютных кафе. По Истикляль курсирует легендарный ретро-трамвай, на котором стоит прокатиться. Босфор. Прокатитесь по нему на кораблике или полюбуйтесь им с Галатского моста. Босфор – это символ Стамбула. Мечеть Сулеймания. Она входит в пятерку самых красивых и самых значимых в Стамбуле, а во дворе находится усыпальница султана Сулеймана и Хюррем. Мечеть Чамлыджа – это новая достопримечательность Стамбула. Чамлыджа – самая большая мечеть во всей Турции. Ее размах поражает. Галата-порт – еще одна новая достопримечательность Стамбула. Тут можно погулять по набережной и посидеть в одном из уютных ресторанов с видом на Босфор. Парк Гюльхане. Это место прекрасно в любое время года. Тут живут попугаи, а в теплое время года он усыпан цветами. В
заключение дам вам несколько полезных советов, которые пригодятся туристам для поездки в Стамбул. В каждом районе Стамбула есть сетевые супермаркеты BİM, Шок, А101 и Мигрос. Цены в них примерно одинаковые, ассортимент тоже. Заходите туда, чтобы купить что-то к чаю, какие-то сладости, подарки близким и привычные продукты. Если вы путешествуете своим ходом и хотите снять квартиру, то это вам пригодится, чтобы готовить. Если вы живете в отеле, то, может быть, купите просто какие-то вкусняшки к чаю. Самые вкусные сладости в Стамбуле продаются на египетском базаре. Многие туристы думают, что покупать их там не стоит, потому что это такое раскрученное место и цены там будут завышены. Но на самом деле на египетском базаре закупаются даже местные жители, потому что они знают, что именно там они самые свежие. Место проходное, сладости постоянно разбирают, и поэтому они никогда не залеживаются. Советую покупать сладости именно там. Воду из-под крана в Стамбуле пить нельзя, поэтому покупайте ее в супермаркетах, не рискуйте. Аптеки в Стамбуле есть в каждом районе. В туристических местах аптекари чаще всего говорят на английском, иногда даже на русском. Если вам что-то понадобилось, я советую заранее написать название действующего вещества, а не название лекарства, и подойти к аптекарю, показать ему это на бумажке, он обязательно вам поможет. Чтобы легко ориентироваться в Стамбуле, скачайте на телефон офлайн карты. Я сама пользуюсь приложением Maps.me, думаю, вы о нем знаете. Оно не раз меня выручало. Туристическую сим-карту с пакетом бесплатных звонков и интернета я советую покупать не в аэропорту, а в центре города. Я сравнила предложения у нескольких операторов и выяснила, что лучшие предложения у Турктелеком. Ориентируйтесь на сумму около 400-450 лир за туристическую сим-карту с пакетом интернета на 20 гигабайт. Советую покупать сим-карты не у перекупщиков, а в официальных офисах. Так вы сэкономите около 200 лир. Не сомневаюсь, что ваша поездка в Стамбул пройдет отлично, и вы влюбитесь в этот город. Если у вас остались какие-то вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях или писать мне в любых соцсетях. Если вы до сих пор на меня не подписаны, обязательно подпишитесь, потому что на моем канале вы найдете много интересных и полезных видео. Я надеюсь, вам понравился мой ролик о Стамбуле и вы поставили ему лайк. Я желаю вам отличной поездки и всего самого хорошего. До новых встреч!